Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня, в рамках рубрики «История вкратце», мы поговорим о Первом Донбассе, а именно о войне в Приднестровье 1992 года. Начинаем! Во время гражданской войны на руинах Российской империи территории Бессарабии оккупировали румыны, а правый берег Днестра вошел в состав Украинской ССР. Однако в 1940 году произошло объединение Бессарабии и тогдашней Молдавской автономной ССР, и их последующее присоединение к СССР. В 1980-х годах с наступлением гласности по всему Союзу стали формироваться народные фронты. Также произошло и в Молдавской ССР, где местные партийцы с левого берега Днестра хотели объединиться с Румынией, а жители правого берега, напротив, хотели остаться в составе СССР и считали себя советскими гражданами. В 1945 году ирония была в том, что на территории Молдовы жили 39% молдаван и 60% русских, а в Приднестровье напротив, 68% молдаван и 25% славян. Также важно отметить, что левый берег Днестра – это аграрная область, в то время как в Приднестровье была сосредоточена основная часть промышленных предприятий республики. В 1990 году приднестровцы объявили о создании независимой республики с президентом Игорем Смирновым, а молдаване заявили о суверенитете. Молдавский национализм, курс на Румынию и желание приднестровцев остаться частью Советского Союза привели к войне 1992 года. В 1990 году президент Республики Молдова Мирча Снегур призвал граждан создавать отряды самообороны, чтобы воспрепятствовать сепаратизму с правого берега Днестра. Формирование таких же подразделений происходит и в Приднестровье. После боя молдавского ОМОНа и сил самообороны Приднестровья у моста в сторону Дубассар в 1991 году Приднестровье сформировало Республиканскую гвардию. После ГКЧП Молдова вышла из состава СССР и наступила горячая фаза конфликта. Пользуясь симпатией офицеров 14-й армии РФ, военные закрывали глаза или сами тайно передавали вооружение приднестровцам. Иногда жители правого берега просто блокировали части и вынуждали военных отдавать оружие. У Молдовы с этим было попроще. Она просто национализировала советские склады и так вооружила свои так называемые силы самообороны. 2 марта 1992 года у приднестровского города Дубассары молдавский ОПОН устроил засаду на милицейские УАЗы, где погиб начальник милиции Дубассар Игорь Сипченко. В тот же день молдаване атаковали полк 14-й российской армии. Армии РФ запрещалось вести огонь, и защищать полк пришлось приднестровцам. В итоге Республиканская гвардия с добровольцами-казаками эвакуировала военных и членов их семей, а молдаване захватили вооружение и матчасть полка. Интересно и то, что тогда вместе воевали казаки из РФ и бойцы УНА-УНСО. Напомню, что в Первой Чеченской эти формирования будут воевать друг против друга и встретятся снова как враги на Донбасском театре боевых действий. Вновь в тот же день гвардия с казаками окружила здание Дубассарского отдела полиции, разоружила силовиков, и в момент погрузки полицейских в автобус неизвестный открыл огонь со второго этажа. Был убит один казак и ранен один доброволец. Стрелка поймать не удалось. В начале апреля в районе Бендер приднестровцы устроили засаду на молдавских националистов, убив 14 человек. В марте молдаване и румынские добровольцы отличились своей, не побоюсь этого слова, фашистской ненавистью к приднестровцам. Молдаване и румыны вешали, издевались над пленными, отрезали половые органы, а членов семей добровольцев насиловали, резали и жестоко убивали. Мы приехали. Они взяли детский сад, заложники, детей. За второй садик. Захватили. Эти воины, которые устанавливают конституционную власть. Спереди вы видели, да? Что он говорил? Они нас, 20 человек, вот мы только что тратами. Они нас с танков расстреливали. Без откаток, шилок. Чего так вот так, БМП, чего так вокруг катались, вот так. Узел связи. Самое страшное, когда били с нас с гаубиц. Самое Вот страшное нас гаубиц. на субботу. Вот. А мы им даже ничего не можем ответить, потому что знаем, что дети в садике. Они держали детей в заложниках. Это люди. Двое парней пошли после боя, когда гвардейцы и казаки выбили молдавские опоны из позиции их, они пошли собирать гильзы. Когда собирали гильзы, мальчик нашел папаху раненого казака. Он одел папаху, и когда по окопам они ходили, собирали гильзы, опон увидел, они увидели, что мальчики, подумали, что это казаки. Они начали обстреливать их. Когда подбежали, мальчики убежали, залезли в бочку. Они говорили, 3 раза сказали, говорит, вылезайте. Мальчики не хотели, потому что если бы они вылезли, их бы все равно взяли бы в плен и мучили. Мальчики не хотели, они открыли огонь. Всех мальчиков убили. Моего сына
убили вот здесь, почти на углу Ленина, 13 лет. Ни в чем не виноватый был, просто пошел прогуляться. Ребенок в специальной школе учился, он немножко недоразвитый. И его застрелили румыны с белыми повязками прямо в спину. Он бедненький убегал. Оля вот сюда вышла. Он бедный убегал. Где его застрелили в спину, собаки. Просим, чтобы помогли хотя бы. Пусть русские нам помогут. Сколько терпеть можно? Семьи наши. Разрушается, один сын только остался. Больше никого нет. С конца весны по первую половину лета приднестровский город Дубасар обстреливала молдавская артиллерия. Огонь велся по городской застройке и селам. 19 июня, когда заседала комиссия по мирному урегулированию, в Бандеры с 3 сторон вошли подразделения Молдовы с бронетехникой и отрядами полиции особого назначения. В этот день в город вошли около 2500 солдат. Бандеры же защищали менее 1000 приднестровцев и добровольцев. Молдавские танки, выехавшие на оживленные пятничные улицы, и артиллерийские обстрелы привели к массовым жертвам среди мирного населения. В Бандерах погибло 132 мирных жителя, а 700 были ранены. Из-за молдавского наступления беженцами стали 80 000 человек. Для города с населением 130 000 человек эта цифра катастрофическая. К утру 20 июня молдаване вышли к мосту через Днестр, разделив Бендеры и Приднестровье. Республиканская гвардия и казаки удерживали некоторые важные здания, а близ моста стали формировать танковые колонны и подкрепления из подходящих ополченцев и бывших танкистов. Танков у приднестровцев было крайне мало. Подразделения шли в разрыве друг от друга. В ходе атаки на мост 4 танка ПМР были подбиты. Только в 19:00 в атаку пошли вернувшиеся и подъехавшие танки Т-64, а также БТР с десантом. Мост был отбит, а город зачистили от молдаван. Тогда молдавские ВВС предприняли попытку разбомбить мост, но у них это не получилось. 23 июня в Тирасполь прибыл заместитель командующего ВДВ России генерал Лебедь с целью прекратить растаскивание вооружения со складов. Для этого Лебедь выбрал вооруженный нейтралитет и потребовал прекратить использование дальнобойной артиллерии и авиации, хотя таковая была только у Молдовы. 26 июня МиГ-29 Молдовы был сбит российским ПВО ОСА, а 2 июля молдаване нанесли артиллерийский удар по Дубассарам, но ответным огнем РФ молдаван подавили. Видя, что преимущество в виде авиации и артиллерии было нивелировано, молдаване 4 июля запросили перемирие. После подписания перемирия в Приднестровье в качестве миротворческого контингента было размещено 3100 российских солдат, 1200 молдавских и 1200 приднестровских. Со второй половины 1992 года при посредничестве России начались переговоры о статусе Приднестровья. С 1993 к мирному урегулированию присоединилась ОБСЕ, а с 1995 Украина. А на сегодня все. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео. Мир вам всем! И пусть войны остаются чернилами на бумаге.